Привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. 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 Пройдя испытания жестокими дорогами Нигерии, поломкой машины и даже диалогами с накуренным солдатом, мы попали в Камерун. Радости не было предела, но радоваться было рано. Наступала темнота, а до ближайшего города был еще час езды. Паспортный контроль мы прошли быстро, но дальше нас остановили таможенники, которые вымогали денег за разрешение на временный ввоз машины, которое должно было быть бесплатным. Они хотели 15 евро, а Слава принципиально не хотел ничего давать. Но уже темнело, и выбирая между безопасностью и антикоррупционными принципами, Слава все-таки пошел на компромисс. Предложил 1,5 евро. Таможенники засмеялись, и это была их ошибка. Слава логически объяснил, что за эти деньги можно купить продуктов на ужин. А раз таможенники смеются с этих денег, значит живут не так уж и плохо, как рассказывают. Крыть было нечем. Нас пропустили. Вночі їду до Галини, то моє кохання, а від неї знов до глини, до самого рання. Мушу я возити глину, нема права спати, незалежну Україну треба будувати. Уже в темноте нас ждала ужасная раздолбанная грунтовка и даже водопад. Хорошо, что в озере купались дети. Слава жестами попросил их пройти через воду, чтобы оценить глубину, а дальше последовали мы на Мурзике. За кадром осталось многое. В поселке, к которому мы добрались уже под полночь, мы еще долго разбирались с таможней, чтобы нам позволили ехать дальше, и просто валились с ног. Это был тот самый невероятно тяжелый день, который начался еще в 6 утра в Нигерии. Но какой бы ни был длинный день, он рано или поздно заканчивается. Мы сладко уснули в машине на территории первой попавшейся гостиницы и утром отправились дальше. Могли бы, конечно, и отдохнуть, но мы были в красной зоне Камеруна. Недалеко полным ходом шла гражданская война между франко- и англоязычными, а прямо тут могли орудовать бандиты, так что нужно было быстро выбраться в столицу. Целый день шел дождь, а наш путь шел постоянно по глине. Местами дорога становилась узкой, и хорошо, если она была прямая. Так мы могли вовремя остановиться перед встречной машиной и попробовать потихоньку разминуться. Привіз глину, скинув глину, поїхав по глину. 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 У нас тепер нема бензину, бо держава бідна, а мені возити глину украй як необхідна. І я на своєму КамАЗі маю повні баки, а що немає на автобазі, то мені не страшно. Гей, гей! Я вже тиждень вожу глину, маю дні гарячі, під фундамент поплавину, роблю я на дачі. Буду мати я хатину, та й 3-поверхову, і тому я тую глину вожу знову. Вот так вот в Камеруне. Но иногда были повороты, за которыми нас несколько раз ждал встречный транспорт. Расходились мы буквально в десятки сантиметров. Иногда в кустах встречались еще и местные жители, и это самое страшное. Нужно было ехать предельно внимательно, чтобы не сбить человека. Куда спешить, спросите вы? Все просто. Если ехать медленно, мы не успеем добраться к безопасному месту ночевки. Мы устали просто невероятно. Каждые полчаса решили останавливаться, чтобы просто обняться. Во-первых, чтобы немного размяться и не уснуть за рулем, а во-вторых, потому что кто знает, доживем ли мы до завтра. Слава мечтал об этом мародерстве уже очень долгое время. Местами попадались заброшенные машины, и Слава хотел себе взять сувенир на память в качестве номера. Но не тут-то было. Номера в Камеруне крепко прибивают заклепками. Одними плоскогубцами тут не справиться.
Может быть, вам трудно будет поверить, но посреди всех этих джунглей даже иногда пробивался 3G интернет. Такие парадоксы бывают в Африке часто. С одной стороны, может казаться, что все заброшено и Богом забыто. Но тут раз – и все признаки цивилизации. До ночевки оставалось еще более сотни километров, и мы уже приуныли, не зная, как мы успеем с таким темпом. Но вдруг судьба сжалилась над нами, и мы выехали на широкую дорогу. Конечно, это все еще была грунтовка под дождем, но с такой-то шириной мы могли хорошенько придавить на газ. Покатаю на КамАЗі під кассету «Оазис». Оказалось, дорогу строят китайцы ударными темпами. Точнее, строят местные, но под чутким руководством азиатов. Хорошо, хоть рабочие места создаются для местных. Наверное, уже через год тут будет лежать отличный асфальт до самой столицы. Китайцы – новые колонизаторы Африки. Во многих странах уже четко видно их присутствие в инфраструктуре. Было очень смешно, когда местные дети, видя нас, белых людей, начинали кричать «Чайна! Чайна!». Вчера был тяжелый день, очень тяжелый. Ехали по Нигерии границы, машина ломалась, дорога вообще отвратительная была, но сегодня день тоже тяжелый. Опять отвратительная дорога, куча дел с утра, от рассвета. Машина не ломалась, это плюс. Но от рассвета до заката нам не было покоя. Вот сейчас мы наконец-то приготовили пасту, покушали и будем ложиться спать. И завтра, возможно, будет первый день за эту неделю, за последние дни, когда мы не будем вставать в 6 и ехать. Потому что мы уже в центре Камеруна. А я, как в 101 далматинце, присоединяюсь к собачьим беспроводным телеграфу и подвываю со всеми собаками вокруг. У нас за долгое время, которого этого не было, у нас снова завтрак на природе. Жареные яйца, которые пожарил. Кто? Я! Так, все, выключай, я кушать хочу. Новый день встретил нас солнышком. Мы наконец-то поспали чуть дольше и нормально позавтракали. Позади было 2 дня мучений, но казалось, что целый месяц. Погода играет огромную роль для африканских дорог. Вчера мы ехали в дождь и было очень скользко на глине, а сегодня солнце светит, дорога подсохла и ехать намного проще. Камерун довольно красив. Рыжая земля посреди джунглей, зелень, самобытные села и, конечно, футбольные поля в каждом таком селе. Ведь именно Камерун подарил мировому футболу Самюэля Этоо, который за серьезный талант окрестили камерунским волшебником. Интересно, он тоже вырос в каком-то таком селе и гонял мяч каждый день с местной ребятней. Видно, что лес уничтожается промышленными масштабами. Основное препятствие на нашем пути было в виде лесовозов с огромными бревнами. Они поднимали невероятный слой пыли и редко нас видели. Половина дня проходила в попытках обижать все эти клубы грозевого тумана один за одним. Нужно отдать должное водителям. Когда нас замечали, то часто останавливались и пропускали. Но часто нас просто не видели и обогнать было негде. Но, как говорится, все проходит, и это тоже пройдет. Ближе к вечеру мы увидели то, зачем успели изрядно соскучиться – асфальт. Мы превратились в настоящих родителей. Пока без детей, но бутерброды с колбасой, маслом и чай из термоса.
и живем. К ночи мы таки добрались в Яоунде, столицу Камеруна. Ох, как долго мы ждали этот день. Неужели все наши мытарства позади, и мы можем теперь спокойно выспаться, покушать и уже так сильно не спешить? На ночевку нас приютили на территории пресбитерианской миссии, по совместительству первой и самой старой своего рода гостиницы в столице. Доброе утро. Посмотрите, в каком мы классном месте сегодня ночуем. Ночевали вчера. Ночевали вчера. Дому 100 лет уже, больше чем 100 лет. Это первый отель Яоунде. В столице Камеруна. Первый отель, который построили миссионеры. И, судя по всему, купили много территорий, наверное, за не сильно много денег. И сейчас в центре есть возможность вот так вот остановиться. Очень прикольно и очень дешево. А теперь пойдем завтракать. По ощущениям, Яоунде похож на Латинскую Америку, в которой я никогда не был. Но из-за того, что город находится где-то на высоте 1000 метров и вокруг холмы, на 7 холмах Яоунде, как Рим, какое-то впечатление, как будто бы это не Камерун, а, например, Колумбия, где сейчас разворачиваются какие-то события сериала «Наркос». Пили вот такой вот багет за 15 евроцентов. Это получается где-то 4 гривны, 50 копеек приблизительно за багетик. Наверное, даже дешевле, чем в Украине. Выпили кофе, хорошо позавтракали. Да. Яоунде нравится тем, что здесь есть какая-то инфраструктура и для местных. Мы были в булочной, и мы там единственные белые были, при этом бизнес идет. То есть видно, что люди, в принципе, живут более-менее нормально. Так что такое всегда нравится, это как во Вьетнаме. Подкрепившись завтраком, мы решили устроить себе легкий день и не сильно далеко отъезжать. Только что нам подогнали подарочек один бесплатно на пробу. Вот такого вот гусеницы. Лена просто интересовалась, что тут продают на обочине, и они дали бесплатно. Почему-то Лена решила не кушать этот деликатес, а выкинуть его из машины. Почему, Лена? Я изменила всем своим принципам: не убей никакое животное, и я его выкинула. Так может быть, оно не умерло. А может, мы его наоборот отпустили в мир, и это превратится гусеница в куколку, а потом в красивую-красивую бабочку. Зацените, в каком месте у нас сегодня будет ужин, с каким видом. Камерун оказался очень приятным местом, отличная природа. Жаль, что на востоке страны, точнее на западе страны, сейчас проблемы, и нам пришлось далеко объезжать, и мы не можем сейчас насладиться тем, что есть в этой стране на западе. Ну и не только на западе. В общем-то, нужно ехать дальше, потому что не всегда безопасно в Камеруне. Но хочется сюда как-то вернуться, наверное. Может быть, и вернемся. Красивая страна, но полноценно посмотреть в Камеруне природу и города в этот раз мы не могли. Опасно, и с этим ничего не поделаешь.
Жаль, что Западная и Центральная Африка вся окутана конфликтами. По крайней мере, мы увидели настоящую жизнь глубинки. А в туристические достопримечательности, думаю, еще как-то вернемся. Впереди же нас ждал Габон, страна, в которой 70% территории – это лес. Наконец-то мы увидим животных. Не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Тогда всю красоту увидите и вы. Пока! Zombirita, cholito te quiero yo, cholito lindo, bésame así, en tus brazos me quiero morir.